что будет в новом эпизоде и сердечная рана. Кто убил Аднана? Сможет ли Яман сбежать из тюрьмы? Сможет ли Санджак-Задилер вернуть особняк? Элиф мертва. Все и многое другое теперь в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Элиф не умерла, а Айша спасла Элиф, не забудьте поделиться нашим видео. Перед смертью Аднан передал и свои доли в компании, и особняк Яману, чтобы Азади не остался один. Яман, с другой стороны, был именно той возможностью, которую он искал, поскольку его целью было прикончить Санджак-Зади. И он с пользой воспользовался представившейся ему возможностью. Хотя считалось, что он попал в аварию в результате разговора между ними Аднаном, расследование Феррита показало, что инцидент был убийством. Хотя Феррит винит в сложившейся ситуации Ямана, на самом деле это не так. Такая мысль пришла в голову Ферриту, особенно когда он подумал, что Аднан перед смертью отдал все свое имущество Яману. Однако Яман ничего об этом не знает. Однако встреча с Аднаном перед его смертью приведет к тому, что он будет заключен в тюрьму. Однако, несмотря на то, что у него будут такие проблемы, Феррит также пойдет за настоящим убийцей и в конце концов обнаружит, что убийцей является Бахтияр. Таким образом, он выйдет из тюрьмы в Ямане. Может быть, эти усилия Феррита заставят Ямана немного смягчиться, как вы думаете? Таким образом, он прислушивается к своей совести, покидает особняк и отправляется с Ханди. Конечно, было бы неправильно думать, что такая ситуация может возникнуть в присутствии Ханди. В настоящее время Ханди поселилась в особняке. Однако когда Яман попадет в тюрьму, ему будет немного одиноко. Но Ханди достаточно сумасшедшая, чтобы иметь дело с кем угодно, даже если она одна. Кажется, мы какое-то время наблюдаем за отношениями Ханди и Азади Ханым друг с другом. С другой стороны, Айша узнала всю правду о пересадке органов, разговаривая со Шахином и Мирзой. Хотя сначала он хотел убежать от дедушки и лица Мирзы, он подумал об Элиф и вернулся. Особенно не желая позволять Элиф умереть из-за этого, Айша согласилась пожертвовать свою почку Элиф. Хотя он не мог переварить то, что сделал его дедушка, он вынесет эту ситуацию ради Элиф. Однако Элиф не приняла жертву Айши и сбежала из дома. Поскольку Элиф очень больна, ее организм не сможет справиться с этой ситуацией. Айше будет очень тяжело, когда Элиф умрет во всех этих неприятностях. Если Элиф умрет, Мирза и Шахин Бей могут немного остаться в тени. Если Элиф выживет, Айше придется пожертвовать почку Элиф. Как вы думаете, Элиф мертва? Он жив? Не забудьте поделиться с нами своими взглядами на эту тему в разделе комментариев. Теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Смерть Аднан Бея глубоко затронула всех. В частности, больше всех пострадал Феррит. Айша утешала Феррита. На следующее утро Ханди приходит в особняк рано и кричит всем, что пришел хозяин особняка и просит горничных приготовить кофе. Затем он входит в холл особняка, даже не постучившись в дверь. Сначала Феррит, а затем Азади Ханым спрашивает Ханди, что она здесь делает. Ханди говорит, что они поженились на Ямане. Когда Азади снисходит и говорит, что вышла замуж за сына жениха, приходит Яман и утверждает, что он сын Аднана Санджак-Зади, а не сын жениха. Поскольку Феррит и Сина не могут понять, что происходит, они сразу же хотят уволить Ямана. Однако Яман рассказывает обо всем, что произошло, и говорит, что теперь он владелец особняка, и что Аднан, его отец, оставил ему все. Потом он высмеивает тебя, говоря, что ты не обнимешь своего брата. Синан особенно зол на Ямана. Однако Яман Азади Ханым знает, но молчит и просит ее сказать правду. Когда вольноотпущенник рассказывает о случившемся, Феррит говорит, что я не приму этого человека как своего брата. Азади же говорит, что выйдет, а когда вернется, не хочет никого здесь видеть. Тем временем Яман говорит, что видит во мне брата, и я поделюсь с ним своим хлебом. В это время Феррит очень злится и бьет Ямана по лицу. И он выбрасывает Ямана, как будто держит.
Хотя Синан хочет рассердиться на Ямана и выслать его, Яман не хочет уходить, говоря, что этот дом мой. Яман же поворачивается к Фериту и говорит: «Не любишь ли ты для меня братство или особняк?» Ферит же поворачивается к Яману и говорит, что он не подходит вам как мужчина. И Яман не любит это слово. Как только они собираются сразиться друг с другом, Азади Ханем приходит с винтовкой в руке и угрожает Яману покинуть особняк. В это время Ханди немедленно уходит. Он находит Айши внутри особняка и пытается расстроить Айши, говоря, что она беременна. И это удается. Затем Ханди приходит в сад особняка и там дает пощечину своей матери Ханди. Затем он извиняется перед Гажой Азади и обнимает Азади, говоря, что Ханди больше не моя дочь. Хотя Зюмруд Ханым идет к Яману и говорит, что ее дочь плохая и что она не должна его слушаться, и Яман не слушает. После этого Айша и Ферит приходят к Яману и говорят, что особняк твой, мы уходим. В дороге Ферит строит планы поселиться в Стамбуле и больше не останется здесь после того, как закончит дело. Затем он говорит, что оставит Айши с дедушкой и позаботится обо всем. Когда Айша приходит в дом своего деда, Элиф приветствует их снаружи. Элиф очень рада видеть Айша. Шахин Бей идет за ним и говорит, что очень рад, что они пришли. После того, как Айша входит внутрь, она рассказывает дедушке, что произошло. Пока Ферит возвращается, Яман не может перестать думать о стариках в особняке. В особняке Ханди сразу же начинает отдавать приказы слугам. Тем временем Лиман приходит в особняк и видит Ямана, прежде чем он успевает понять, что происходит. Удивленный, он идет в свою комнату. Между тем, Азади Ханым заявляет, что никому не оставит особняк, как это сделал в свое время ее отец. Ханди немедленно хочет поселиться в комнате Азади Ханым. Однако, хотя Азади Ханым сначала не хочет этого допускать, решительная позиция Ханди наконец покидает комнату. После этого, хотя Синан идет и жалуется Яману, Яман никого не слушает и говорит, что Ханди является владельцем собственности. Тем временем, хотя приходит Ферит и говорит, что оставаться здесь больше нет смысла и что им нужно идти, Азади Ханым упорно не хочет идти. Ферит же ничего не может сказать об этой ситуации и уходит. Тем временем Яман подходит к Ханди и говорит, что он очень амбициозен и ему нужно двигаться немного медленнее. Однако Ханди снова наполняет Ямана своими словами и настраивает его против Санджакзади. В особняке все смешалось, и Санджакзади не знают, что делать. С другой стороны, у Айши проблемы с Элиф рядом с дедушкой. В это время к Айше пришел Ферит. Айша очень рада видеть перед собой Ферита. Вечером Ханди устраивает все по своему желанию. Когда приходит Азади Ханым, она сразу же садится в угол. Ханди уходит в другую голову и продолжает травить всех своими словами. Однако дома Ханди с одной стороны и Азади с другой начали брать верх. Затем к ужину присоединяются Синан и Яман. Хотя обе стороны игнорируют друг друга, кажется, что напряжение за столом никогда не закончится. С другой стороны, господин Шахин говорит, что Айше было бы хорошо остаться с ним в этот неспокойный период. Однако когда она не делает предложение Фериту, Элиф тут же пытается исправить ситуацию. Прежде чем господин Шахин делает предложение Фериту, Ферит отмахивается от инцидента, говоря, что в этом нет необходимости. Позже, когда приходит Мирза, он очень сердится из-за своих слов о брате и особенно об отце. Вот почему он встает из-за стола и намеревается немедленно вернуться в Антакию. Айша, с другой стороны, очень расстроена тем, что Ферит уходит вот так. Когда Айша возвращается к столу, за столом сидит только Элиф. Когда Айша приходит и начинают болтать с Элиф, хотя Элиф хочет рассказать, что произошло, она не может этого сделать. В особняке Санджакзади Зюмруд Ханым не хочет быть зрителем того, что произошло. Хотя она хочет прийти в особняк и убрать Ханди, Азади видит это и препятствует этому. Когда Айша остается за столом одна, она задается вопросом, куда идут остальные. Между тем, пока Шахин Бей и Мирза разговаривают, Айша слышит о почках. Как он слышал, он хочет немедленно уйти в гневе. Шахин Бей умоляет Айшу не уходить немедленно.
Однако Айша снова говорит очень резкие слова своему деду с болью от исключения. Тем временем Элиф услышала, что произошло, и не выдержала больше из-за своего состояния и потеряла сознание. Мирза не смог предотвратить отъезд Айши. С другой стороны, Шахин Бей остается один на один с болью от того, что не может ничего сделать для Элиф. Однако в этом процессе Шахин Бей привык к Айше. Теперь ему грозит потеря и Айши, и Элиф. Айша разозлилась и вышла из дома. Хотя по дороге он позвонил Фериту, телефон Ферита был выключен до того, как он успел сказать, что произошло, так как его телефон не был заряжен. Ферит, с другой стороны, нашел некоторые подсказки об автомобиле. Яман и Бахтияр счастливы, что их планы идут так, как они хотят. Сейчас Азади покинула свою комнату в особняке и пытается устроиться в маленькой комнате. Ферит все еще занимается исследованиями в машине своего отца. И, наконец, он находит счет на своем месте. Тем временем Айша думает об Элиф. Думая, что Элиф беспомощна, он решает снова вернуться и возвращается к дедушке. Зюмруд Ханым сначала разговаривает с Битюль и дает ей совет. Затем он звонит Айше и советует Айше помочь Санджакзаде. Между тем, Шахин Бей и Мирза очень беспомощны. Элиф говорит о смерти. Пока Мирза и Шахин Бей пытаются утешить Элиф, выходит Айша и говорит, что она не умрет и что ее будущее будет очень хорошим. Когда Иман возвращается в особняк, Синан сидит за столом. Когда Иман садится рядом с ним, Синан очень злится. Однако, несмотря на то, что Иман пытается заставить себя принять, Синан определенно не принимает этого, и после этого он покидает сторону Имана, говоря, что ты мой враг. Айша столкнулась со своим дедом. Однако он больше не хочет принимать дедушку. Выразив что-то, что он сделал, было только для Элиф, и что он еще раз понял, насколько права была его мать, он покидает Шахин Бея. Затем они начинают видеочат с Ферит. Хоть Ферит и спрашивает, что с Айшей, Айша не хочет сразу ничего говорить. Несмотря на то, что они оба хотят друг друга, их проблемы не позволяют им хорошо проводить время. Айша становится очень эмоциональной после приятных слов Ферита. Они благодарны за то, что они есть в жизни друг друга. На следующее утро в особняке Санджакзади началась домашняя игра Ханди и Имана. Утром Синан и Азади Ханым начали собираться в компанию. Айша, с другой стороны, утром останавливается у Элиф, прежде чем покинуть дедушку, а затем уходит из дома, чтобы отправиться в Антакию. Однако, когда такси нет, Мирза предлагает уйти, и Айше приходится согласиться. Ферит, с другой стороны, теперь уверен, что его отец был убит. Когда Айша приходит к Фериту, они оба понимают, что друг у друга есть проблема. Когда Айша спрашивает, Ферит говорит, что его отец умер не случайно. С другой стороны, когда Синан и Азади Ханым приходят в компанию, они видят Ямана на месте босса. Синан и Азади удивлены увиденным. Потому что Аднан оставил все свои акции Иману. Синан никогда не хочет верить. Но то, что произошло, реально, и никто не может это исправить прямо сейчас. Как бы ни был зол Синан, Иман не отступает и продолжает по порядку осуществлять свои планы. Элиф, с другой стороны, очень расстроенная отправляет голосовое сообщение Айше, говоря, что она чувствует себя виноватой в том, что произошло. Вот почему он говорит, что все уйдут из его жизни. Айша, с другой стороны, не хочет слушать сообщение Элиф рядом с Феритом. Когда Азади Ханым и Синан вернулись домой, Ханди уволил Кезбану. Азади Ханым очень злится и дает пощечину Ханди. В это время приходит Иман и хочет защитить Ханди. Затем вмешивается Синан и говорит, что одна сторона должна покинуть этот дом. Когда Иман говорит, что ты можешь уйти, как и Ферит, приходит Ферит и удивляет всех, говоря, что я здесь. Затем он говорит отцу, что произошедшее убийство и что человеком, который выйдет из этого дома в наручниках, будет Яман. Он заявляет, что останется в особняке до этого времени. Мы подошли к концу нашего видео.
Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что произошло в Артуаунд. Увидимся в следующем видео. Позаботьтесь о себе. До свидания. До свидания.